Голова раскалывается. Похоже, какой-то бар. Как я здесь оказался? Я часто слышу этот вопрос. Каждый его задает. Я сказал последнюю фразу вслух. Где я? Это за счет заведения. Если нужно освежить память, самое то. Какой-то подвох? Может, напиток отравлен? Ерунда. Если бы бармен хотел меня убить, он уже мог это сделать. И все-таки как я здесь оказался? Неужели напился до потери памяти? Нет, я не пил. Я был за рулем. Я приехал сюда на машине. Да, я вспоминаю. Это напиток на меня так действует. В чем здесь секрет? Скажу. После того, как ты закончишь. Закончу пить? Закончишь свой рассказ. У нас с тобой много времени, Фил. Он знает меня. Странно. Мне он тоже кажется знакомым. Расход топлива больше, чем мы планировали. Следи за дорогой. Видишь? Да ладно, в такой глуши. Добрый день. Младший сержант Смирнов. Покажите, пожалуйста, документики и выходите из машины. Начальник, мы что-то нарушили? Сейчас, господин инспектор, мы выходим. Стелла! Стелла. Красивое имя. Да, мы вместе работаем. Прости, Фил. Я не хотел прерывать твой рассказ, но мне интересно, какая работа занесла вас в эту глушь? У нас со Стеллой очень редкая работа. Ее не найти ни в одном каталоге профессий мира. Иногда в мире рождаются особенные дети, и однажды они открывают в себе удивительную способность. Их сверстники позеленели бы от зависти, узнав о ней. Но особенные стараются помалкивать о своем даре. И когда я вижу скандальную новость о детях Индиго, творящих чудеса, то знаю, что это не тот случай, который мне нужен. Тот случай – это когда ребенку отказали в капризе, но предмет его желаний все же оказывается у него в руках. Не потому, что малыш стащил его в магазине, ведь там ничего не пропало. Просто он создал предмет из ничего, силой своей мысли. Именно такой ребенок и есть особенный. Малыш растет, вместе с ним растут его возможности. Он старается быть осторожным, уединяется, чтобы испытать свои силы. И чем больше ребенок старается, тем сильнее становится его дар. Он создает все более сложные предметы. Малыш учится, мечтает, читает книги про юных волшебников. Он верит в сказку и ждет, что однажды получит письмо с приглашением в школу чародейства и волшебства. И тогда он уедет к другим, таким же особенным, как и он сам. Но обычно все происходит иначе. Особенного малыша нахожу я. И вместо письма из Хогвартса пускаю пулю ему в лоб. Моя работа – охотник на особенных. Продолжай. Люди обычно боятся того, чего не понимают. Я не разделяю такой подход, но случай с этими одаренными особый.
Они действительно опасны. И с возрастом становятся опаснее и опасней. Так что мы стараемся выследить и уничтожить их до того, как они достигнут совершеннолетия. Обычно мы справляемся с этим. За редким исключением. Из-за одного из таких исключений нас со Стеллой занесло в эту лесную глушь. Здесь долго скрывался от мира один из особенных по имени Трофим. Ему 25, значит, он уже очень силен и опасен. Возможно, эта погода его рук дело. Он уже знает о нас. Может, и знает. Это был не вопрос, смотри. Ты права. Эти звери могут быть его глазами и ушами. Как думаешь, это может быть бессмертный? Бессмертный – это миф. Но даже если бессмертный существует, наш клиент слишком молод для этого. Надеюсь, что так. Бессмертный – это легенда. Но у каждой легенды есть свои истоки. Охотники за особенными верят, что одна из целей скрывается от них уже долгие годы. Не один десяток лет, а может и не одну сотню. Конечно, такой особенный вряд ли смог бы стать по-настоящему бессмертным. Но трудно представить, какое могущество он смог бы накопить. Ходят слухи, что на его счету много убитых охотников. Говорят даже, что все наши коллеги, которые пропали неизвестно куда, стали его жертвами. Да, приехали. Топливо закончилось. Дальше придется идти пешком. Возьмешь карту? Перед последним рывком нужно подкрепиться. Будешь бутерброд, Стелла? Это сэндвич, Фил. Какая разница? Напридумывали словечек. Бутерброд, он и есть бутерброд. Бутерброд открыт сверху. А у сэндвича 2 куска хлеба. Один сверху, другой снизу. Здесь 2 куска. Это сэндвич, Фил. Да я знаю разницу. Просто мне нравится слышать твой раздраженный голос. Послушай, ты никогда не задумывался, правильно ли то, что мы делаем? О чем ты? О нашей работе. Эти люди, они же ни в чем не виноваты. Они, быть может, даже сами не рады своему дару. А мы уничтожаем их, словно преступников. Мы даже не пытаемся с ними поговорить. Не сделали зла сейчас, сделают потом. И вообще, с каких пор ты стала думать об этом? Откуда ты знаешь, что они сделают потом? Этот Трофим, он смог бы помочь людям. И вообще особенные. Они бы столько всего смогли сделать. Накормить голодных, создать дома для бездомных. Мы не даем им шанса проявить себя. Мне не нравится этот разговор, Стелла. До сего дня я был уверен, что ты подходишь для этой работы. Не заставляй меня сомневаться в этом. Я просто хочу сказать, что они тоже люди. Пустая философия. Наша работа – избавлять мир от особенных, и мы будем ее выполнять. Нам платят за это, а не за гуманную болтовню. А значит, я буду не рассуждать, а убивать. И сегодня у меня в планах 3 вещи. Уничтожить Трофима, доложить об этом наверх и заняться любовью с тобой. Если не хочешь потерять свое место, забудь об этих разговорах, ясно? Ясно. Вы были близки с ней. Это интимный вопрос. Скажем так, я был неравнодушен к ней. А она тебя любила? Ты готова? Да, Фил.
Давай пристрелим особенного. Ты доложишь начальству, потом займемся любовью. Все, как ты хотел. Не подведи меня. Звери не уходят. Слева от нас метров 30, двое. Ты что творишь? Я хотела их отпугнуть. А может, ты хотела предупредить Трофима? Он и так знает о нашем приближении. Да, но не о том, что мы вооружены. Мы разделимся. Обойди дом с другой стороны и подстрахуй меня. Если нападут волки, убей их. Но в дом не входи. А почему это опасный противник, и один ты не справишься? Справлюсь. Пока я не позову, не входи в дом. Еще раз спрашиваю, тебе ясно? Ясно. Не переживай. Спасибо за поддержку. Надеюсь, ситуация теперь изменится. Не выйдет! Между нами все по-прежнему. И я не успокоюсь, пока не сниму с тебя маску. Запомни. Что ж, это честно. И я не успокоюсь, пока ты не сбреешь глупые усы. Это как если бы Мориарти спас Шерлока Холмса. Жизнь полна неожиданностей. Раз. Какого черта вам надо? Оставьте меня в покое! 2. Можно еще налить? Я не знаю, как это действует, но я вспоминаю. И что было дальше? Зачем я ему все рассказываю? Я даже не знаю его имени, а уже разболтал все секреты. Как я мог дойти до такого? Это последний. Ты ведь и сам хочешь знать, что было потом. Тебе повезло, помощь подоспела вовремя. Трофим даже не успел ничего понять. Спасибо. Не благодари. Стелла? Ты был прав, я подхожу для этой работы. Наша работа – избавлять мир от особенных. И мы будем ее выполнять. Стелла, что ты задумала? Нам платят за это, а не за гуманные рассуждения. А это значит, что я буду не рассуждать, а убивать. Но при чем тут я? Не ври, Фил, я давно догадалась. Я не понимаю. Ты все прекрасно понимаешь. Я слишком хорошо тебя знаю, ты бы не смог от меня это скрыть. Что скрыть? То, что ты особенный. Такой же, как те, кого мы искали и убивали. Что ты говоришь, Стелла? Я охотник, такой же, как ты. Мы вместе уничтожили столько целей. Я давно начала замечать все мелочи и детали. И, наконец, пазл сложился в одну картину. Сэндвичи.
Ты всегда достаешь их из бардачка, и они всегда горячие. Откуда они там берутся? Ерунда. Это не причина, Твой чтобы... пистолет. Ты привык создавать патроны прямо в стволе, не считая при этом выстрелы. Как сегодня, так и всегда. Я удивляюсь, как ты сам попался на уловку Трофима с ружьем. Я умею быстро перезаряжать пистолет. Волки. Они ведь не принадлежали Трофиму, верно? Это были твои звери, Фил. Они служили глазами и ушами тебе, а совсем не ему. Именно они помогли тебе быстро найти его дом. Я ориентировался по карте. Метки на карте были ложными, я специально нанесла их с ошибками. Если бы ты вел нас по карте, мы бы заблудились. Но ты на нее даже не взглянул. Зачем, если у тебя есть такие надежные разведчики? Когда ты позвал на помощь, волки примчались на твой зов. Не благодари меня, они разорвали Трофима раньше, чем я вошла в дом. Прости, Фил, но я знаю, кто ты. И что теперь? Убьешь меня? Я сегодня не зря сказала о том, что особенные тоже люди. Считаю, что это была самая важная проверка. Все было бы иначе, если бы ты согласился, но ты не признал их право на жизнь. Ты маскируешься под охотника и истребляешь себе подобных, лишь бы сохранить свою жалкую шкуру. Но ведь ты не такая, как я. Особенные тоже люди, ты сама так сказала. Разве я не человек? Не пытайся давить на чувства. Ты заслужил наказание и будешь наказан. А ты не подумала, что я решил уничтожить охотников изнутри? Притвориться одним из них. Дослужиться до самых верхов. Получить данные о каждом из них и уничтожить. И освободить особенных от вечного страха. Хорошая попытка, но он не исчезнет. Я догадалась, что наше оружие создал ты, и все предусмотрела. Дорожный инспектор не заметил, как я стащила его пистолет. Этому ты тоже меня научил, Фил. Ты профессиональный обманщик. Я больше не верю ни одному твоему слову. Прости меня, Стелла. Прощай, Фил. Прощай, Стелла. Прости, Стелла. Мне очень жаль. Жаль, что я создал тебя слишком сообразительной, слишком умной. Клянусь, я не хотел, но ты не дала мне выбора. Чтобы ты исчезла навсегда, довольно было всего лишь моего желания. Значит, тебе она была очень дорога. Да брось. Мне уже 35, и создать новую личность для меня не так уж сложно. Я всегда могу сотворить еще одну Стеллу, только не такую сообразительную. А что было потом? Это был последний. Я предупреждал. Но я никак не могу вспомнить, как я здесь оказался. Кстати, где я? Я отвечу. Но сначала последний вопрос.
Ты сказал Стелле, что собираешься уничтожить организацию охотников изнутри. Сначала добраться до самой верхушки, а потом ликвидировать всех до единого. Это правда? Конечно, это ложь. Сначала я скрывался от охотников. Затем я их убивал. А потом стал одним из них. В этом мире выживает тот, кто приспосабливается, а я приспособился лучше всех. Если бы ты был прав, ты бы выжил. Я учил Стеллу учитывать каждую мелочь, которая может сорвать ее планы. Мои уроки Стелла усвоила. Она предусмотрела даже то, что может проиграть. Где я? Ты трижды задал этот вопрос. Пришло время ответить. Правда, я не знаю, какой ответ тебе подойдет. Если я скажу «в загробном мире», мы поймем друг друга? Загробного мира не существует! Да брось, Фил. Значит, колдуны, которые могут создать все, что захотят, существуют, а загробного мира нет? Ну ты насмешил! Ты же сам говорил, что особенные могут сотворить все, что вообразят. И ты думаешь, никто из нас не мог сотворить загробный мир? Из нас? Да тут даже вывеска над входом висит. Загробный мир, работаем круглосуточно. Значит, я умер. А ты? Бессмертный. Ты упоминал меня в своем рассказе. Рад познакомиться, Фил. Ты у нас здесь надолго, так что осваивайся, привыкай. Компания у нас хорошая, добрая. Правда, боюсь, ты можешь в нее не вписаться.